Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я по многочисленным просьбам готовлю легендарный венский торт Захер или Захер-торты, как он называется по-немецки. Торт получается необыкновенно вкусным. Действительно, это жемчужина австрийской кулинарии, известная на весь мир. Это шедеврально вкусный шоколадный торт, несмотря на всю простоту его приготовления. Готовится он даже без применения холодильника, этот торт. Для бисквита нам понадобится 240 грамм темного шоколада. Я сейчас отправляю его разогреваться на водяную баню. В микроволновке разогревать шоколад я не советую, иначе такой темный шоколад может просто у вас свернуться, если вы не умеете с ним работать. 8 яиц я разделяю на желтки и белки. Яйца комнатной температуры среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм. Желтки пока отставляю в сторону и буду взбивать белки очень несложно, очень быстро. Щепотку соли добавляю в белки и 16 грамм ванильного сахара. И взбиваю здесь буквально 1,5, максимум 2 минуты при мощности моего ручного миксера 300 ватт. Здесь очень важно не перевзбить белки, так как мы их взбиваем в принципе практически без сахара, поэтому смотрите, чтобы они у вас не превратились просто в отслоившуюся такую массу. И сейчас взбиваю 200 грамм размягченного сливочного масла. Где-то 2 минуты я повзбивала и добавляю туда сейчас 250 грамм сахарной пудры. Сахарную пудру добавляю порциями, и чтобы вся эта масса хорошо объединилась. Масло и сахарная пудра. Ни в коем случае нельзя этими же венчиками сначала взбивать масло, а потом белки. То есть белки должны быть взбиты в полностью обезжиренной посуде. Торт этот в принципе готовится без использования молока и молочных продуктов, за исключением здесь сливочного масла. Шоколад берется темный, поэтому кто не переносит лактозу, этот торт может подойти. Теперь к масляной смеси я поочередно добавляю желтки. Желтки обязательно должны быть также комнатной температуры. И прорабатываю все хорошо миксером. В это время, когда у нас темный шоколад растапливается на водяной бане, следует растопить не все полностью кусочки, а чтобы какие-то остались уже, и в горячем шоколаде их просто растворить, чтобы растопленный шоколад не был слишком горячим. Объединилась, когда полностью вся масляно-желтковая смесь, я уже прекращаю взбивание. Сейчас я ввожу туда растопившийся на водяной бане темный шоколад. Он ни в коем случае не должен быть горячим, максимум где-то 40 градусов Цельсия, не выше. Объединяю все это, взбиваю до однородности, ничего здесь долго взбивать не нужно. То есть делается торт этот очень просто. Туда же я просеиваю сейчас 200 грамм муки. «10 грамм какао-порошка и 1 чайную ложку без горки разрыхлителя. И все это я просто перемешиваю сейчас. Ничего здесь уже взбивать не нужно. Масса сначала будет такая вязкая, но она промешается. Сначала лопаткой перемешиваю, потом пройдусь еще раз венчиками. Миксером взбиваю здесь буквально несколько секунд, просто чтобы объединилась масса. Белковую смесь ввожу вот так вот аккуратно круговыми движениями в шоколадное тесто. Сначала оно будет достаточно тугим, а потом очень хорошо оно будет распространяться по посуде. Вмешала все белки. Форма здесь у меня для выпекания 24 см в диаметре. Выпекаться он будет достаточно долго, примерно 60 минут. У меня этот бисквит масляный, такой тяжелый, но необыкновенно просто вкусный. Убираю выпекаться 175 градусов Цельсия. Дверцу духовки во время выпекания, конечно же, не открываем. По прошествии 1 часа, то есть 60 минут, бисквит испекся. Проверяю его деревянной шпажкой, она выходит сухая и чистая. Дала ему полностью остыть. Несколько часов он у меня остывал при комнатной температуре. Я его просто не трогала, забыла о нем, делала свои дела. Теперь извлекаю его из формы и буду собирать с ним торт.
Ни в каком холодильнике он у меня не стоял, просто при комнатной температуре на столе. Разрезаю его на два таких достаточно высоких коржа. Коржи примерно по 2,5 см в высоту. Так и должно быть в этом тортике. Шапочку также срезаю, она мне не понадобится. Шапочку можно в качестве печенья использовать, просто чай с ней попить. Смотрите, какой нежный получается бисквит. Такая текстура у него изумительная получается, у этого бисквита для торта «Захар». 450 грамм готового абрикосового джема покупного. Я обязательно перетираю его через сито, чтобы все кусочки абрикосов, какие-то пленочки, чтобы все у меня осталось в сите. И уже когда вот у меня чистое теперь пюре такое из абрикосового джема остается, я разогреваю этот чистый джем в микроволновке примерно 30 секунд, чтобы он обязательно у нас был хорошо прогрет. То есть вот такого жмыха у меня осталось буквально здесь вот столовая ложка, даже меньше. Разогрела я джем в микроволновке, вот такой вот жидкий он уже должен стать. Это сделать нужно обязательно. Половину джема я выливаю на один корж. И заметьте, коржи я здесь ничем абсолютно не пропитываю. И также я их не убирала ни в коем случае в холодильник. В оригинальном рецепте коржи торта «Захар» также ничем не пропитываются. Очень удобно на ночь выпекать такой бисквит, чтобы он постепенно остыл спокойно и уже утром собирать с ним этот вкуснейший торт. Вторую часть джема выливаю на второй корж и обязательно покрываю также джемом и боковину торта. Сейчас прям вот так на столе оставлю его стоять на пару часов при комнатной температуре. Так он пропитается еще лучше, и абрикосовый джем будет держать форму. Здесь 400 грамм сахара и 250 миллилитров обычной воды. Довожу сейчас до кипения. Ничего не перемешиваю. Когда сироп закипит, от этого момента я отсчитываю ровно 5 минут, провариваю сироп на полном огне. Снимаю с огня, даю ему слегка остыть. Здесь у меня 300 грамм горького шоколада, 70% какао. То есть сироп я слегка остудила, не сильно, буквально тут несколько минут. Перемешиваю все до однородности, должна получиться вот такая однородная масса. Он уже в процессе остывает, этот сироп. Это именно глазурь для захар-торта. В торте захар не используется ни в коем случае ни ганаш на сливках, ни на сливочном масле, а используется именно вот такая сахарная шоколадная глазурь. Если вы будете сироп варить дольше, и потом вы его смешаете с шоколадом, у вас эта глазурь может стать очень вязкой, и она будет очень тяжело распространяться по торту. Вообще к этой глазури нужно приспособиться. Сначала, может быть, постарайтесь сделать ее в маленькой пропорции, чтобы потренироваться. Чтобы было удобнее покрывать глазурью торт и потом переносить его на блюдо, я сейчас поставила под него такую стальную подложку 20 см в диаметре, при разрезе ее будет видно, и поливаю сразу, перемешав еще раз очень основательно эту глазурь, потому что она начинает быстро засахариваться. Еще теплая она у меня, естественно, эта глазурь. Поливаю обильно со всех сторон, чтобы красиво все бока также покрыты были глазурью, весь торт. И сейчас ничего долго не жду. Когда стекут все крупные капли, я тут же переставлю этот торт на блюдо. То есть на такой бумажной подложке глазурь может полопаться. Если вы делаете этот тортик для домашнего чаепития и вам не столь важна ровность поверхности из глазури, вы можете взять всех ингредиентов для глазури вдвое меньше. Если вам покажется эта глазурь, в принципе, это оригинальная глазурь для торта «Захар». Если она вам покажется достаточно сложной в приготовлении, конечно же, вы можете покрыть этот торт обычной шоколадной глазурью. 100 грамм шоколада взять и 100 грамм растопленного сливочного масла. Шоколад примерно 40% какао тогда следует брать. Я переложила небольшую часть глазури в кондитерский мешок для надписи, чтобы сделать надпись. И напишу здесь «Торт «Захар». Разрезаю его сразу, не даю, в принципе, стабилизироваться долго глазури, потому что не было у меня времени. Вы же можете ему полностью дать стабилизироваться, глазурь станет плотная, она очень хорошо нарезается.
По традиции в венских кафе подают захар-торты, конечно же, с хорошей порцией взбитых сливок. Это все на ваше усмотрение, вы тоже можете также его подавать. Но и без сливок захар-торты просто изумительно вкусные, я бы сказала. Один из самых вкусных шоколадных тортов. Благодаря здесь правильным пропорциям торт получается очень сочным и пропитанным. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.